Друзья, всем привет! С вами канал Power Device, а это значит, что подоспел очередной и интересный ролик. Хотели бы вы на своих смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco активировать новые жесты, которые упростят вам жизнь и управление смартфоном? Если да, то сейчас покажу, как все это установить. Также, к слову, добавлю, что все это будет работать без сторонних программ. Все эти функции заложены в оболочку MIUI, но некоторые из них скрыты, но я нашел, как их найти и активировать. Официально на Xiaomi функции жестов находятся в настройках расширенные настройки функции жестов. Первым делом зайдите сюда и найдите такую функцию «Жест вниз тремя пальцами». Практически на всех бюджетных и среднебюджетных смартфонах эта функция есть. Ну а если у вас флагман, то там есть и вот такие современные функции, например, коснуться сзади. 2 раза тапаем по задней крышке и совершается какое-то действие. Либо касание делается по кромке экрана. Но если ваш телефон Xiaomi бюджетный, либо среднебюджетный, таких функций, конечно же, у вас не будет. Они вшиты в оболочку, но не активны. Но как минимум на ваших смартфонах можно активировать вот такие функции. Они также скрыты, но я нашел, как ими пользоваться. Итак, друзья, к слову скажу, если вы заинтересованы, как это сделать, то смотрите этот ролик до самого конца, чтобы у вас потом не возникало лишних вопросов. Сейчас все настроим. Вы зашли в функции жестов, найдите снимок экрана 3 пальцами вниз и отключите эту функцию. Если же у вас вообще нет этой функции, не беда, сейчас и у вас попробуем это включить. Далее, как я и говорил, эта функция вшита в Xiaomi, ничего не нужно устанавливать, но активируется она через приложение SetEdit. Его вам придется скачать. Скачать его можно в моем телеграм-канале, оставлю ссылку в описании под этим видео на это приложение. Также не забудьте подписаться на мою телегу, чтобы не пропускать новые интересные ролики и полезные файлы. Итак, мы зашли в приложение SetEdit, спускаемся в самый низ. Теперь чуть-чуть поднимаемся наверх. Находим букву T, а именно нам нужно слово free, то есть 3. Ищем его. У себя я уже прописал эти настройки. Сейчас покажу, как ими пользоваться вам. Друзья, также надеюсь на вашу поддержку. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Я потратил очень много времени, чтобы найти все эти настройки, разобраться в них, протестировать и настроить. Поэтому надеюсь на вашу поддержку лайками и комментариями. Итак, первая настройка, которая нам нужна, называется Free Gesture Down, то есть жест 3 пальцами вниз. Напротив нее нужно прописать, например, Launch Camera. Нажимаем сюда, Edit Value. У вас может быть здесь другая команда, прописываем Launch Camera, запуск камеры. Нажимаем Save. Также, друзья, если у вас вообще нет этой команды Free Gesture Down, то поднимаемся на самый верх, нажимаем плюсик Add New Setting, добавить новую настройку. Очищаем строку и вставляем сюда эту команду. Все эти команды я оставлю для вашего удобства внизу в описании под этим роликом. Нажимаем Save Change, сохранить настройку. Следующее окно также подчищаем и прописываем сюда команду Launch Camera. Launch, нижнее подчеркивание, камера. Нажимаем Save. Спускаемся вниз, поднимаемся немного наверх, находим букву T. Данная настройка у вас должна появиться. Сворачиваем SetEdit, делаем жест по экрану 3 пальцами вниз, должна открыться камера. Причем, естественно, это работает с любого рабочего стола. Если вам быстро нужно открыть камеру, то сделать это можно из любого места. Еще раз повторюсь, досматривайте до самого конца, сейчас я расскажу все остальные команды и некоторые нюансы к ним. И если зайти в официальные настройки Xiaomi, функции жестов, провести 3 пальцами вниз, как видите, здесь нет настройки «Включить камеру», только снимок экрана. Идем далее. Следующая команда Free Gesture Horizontal LTR, то есть жест 3 пальцами по горизонтали Left to Right, слева направо. Лично я у этой настройки прописал Launch Screen Recorder. Теперь запись экрана вызывается таким жестом. Думаю, здесь все понятно.
В общем, если у вас уже прописана эта настройка Free Gesture Horizontal LTR, здесь справа от нее у вас должны быть чистые кавычки, нажимаем на них Edit Value и прописываем, например, такую команду Launch, нижнее подчеркивание, Screen, нижнее подчеркивание, Recorder, Save Change. Опять же, друзья, если у вас вообще нет этой настройки, она здесь не прописана, снова поднимаемся в самый верх, плюс Add New Setting, подчищаем строку и вставляем эту команду. Как я уже говорил, все команды оставлю внизу, для вашего удобства. Просто копируйте их и вставляйте. Далее Save Change и дальше то действие, которое вы хотите запускать. И к слову добавлю, друзья, что важно. Вот здесь слева это все команды, а справа это действие. Например, нажму на какое-то действие, Launch камера, запуск камеры. Все эти действия между собой взаимозаменяемы. То есть, например, смотрите, у нас осталось еще две рабочие команды Free Gesture Horizontal RTL, то есть Right to Left, справа налево. И еще одна команда Free Gesture Long Press, то есть удержание тремя пальцами. Именно здесь у меня прописано Mute – это режим без звука. Это, кстати, очень удобно. Тремя пальцами я удерживаю на экране, включается режим без звука. Как я уже говорил ранее, работает это на любом экране. Таким же жестом режим без звука отключается. И к чему я начал говорить, что все эти команды взаимозаменяемы. Например, возьмем первую. Free Gesture Down. Launch камера. Стираем команду. Теперь берем Free Gesture Long Press, где написано Mute. Edit Value. Сюда вписываем Launch камера. Думаю, здесь все понятно. Теперь, друзья, один маленький нюансик. Смотрите, у нас всего 4 команды. Провести тремя пальцами вниз, по горизонтали слева направо, по горизонтали справа налево и долгое удержание. Так вот, две команды по горизонтали, они слетают после перезагрузки смартфона. А первая и последняя команды, они остаются, даже если вы перезагружаете свой смартфон или выключаете его. Вообще, конечно, люди не часто перезагружают свой смартфон. В таком случае вам имеет смысл настроить все 4 команды. А если вы по каким-то причинам часто перезагружаете свой смартфон, тогда настраиваете первую команду и долгое удержание, последнюю. Они вообще не слетают. Друзья, надеюсь, это видео было вам полезно. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, чтобы у меня было больше мотивации снимать вот такие ролики для вас. Также, если вы досмотрели до этого момента, скажу, что это не все команды, которые сюда можно применить. Если вы хотите продолжение или подобное видео, пишите об этом в комментариях. Я должен знать ваше мнение, мне это важно. Также, возможно, вот к этим командам вы подберете свои какие-то действия. Можете поэкспериментировать, с этим не бойтесь. Найдите какие-то свои действия. И можете также сообщить об этом в комментариях. Думаю, всем, и в том числе мне, будет интересно. Желаю всем только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Всем пока!